Бесстыжие женские манипуляции, которыми она безотказно влюбляет мужчин в себя. Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами несколькими психологическими секретами, с помощью которых женщины соблазняют нас, мужчин. Вы узнаете о скрытых приемах, которые используют многие дамы, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Этим психологическим хитростям сложно сопротивляться, потому что они кажутся совершенно естественными. И чтобы вы лучше поняли, я хочу начать с рассказа о том, в чем заключается основное различие в поведении мужчин и женщин на первом этапе знакомства. Итак, в то время как мужчина при знакомстве проявляет инициативу, то женщина ведет себя абсолютно по-другому. Она стремится не инициативу проявлять, а наоборот, спровоцировать понравившегося партнера на сближение. Мужчина стремится получить результат как можно быстрее, приложив минимум усилий. Обменяться номерами телефонов, пригласить понравившуюся девушку на свидание и ее соблазнить. В то время как у женщины цель абсолютно противоположная. Да, ей нужно не спугнуть своего ухажера, но при этом максимально усложнить ему процесс соблазнения, чтобы набить себе цену. Именно этим и объясняются такие кардинальные отличия в поведении мужчин и женщин на первых свиданиях. И первая фишка, которой пользуются женщины, это мужчину нужно правильно подманить. И какая самая лучшая приманка для нас? Правильно, это интим. Точнее, не сам интим, а мысли о нем. Поэтому, когда женщина идет на какое-то мероприятие, например, в ресторан, клуб, вечер быстрых свиданий, на концерт или на званый вечер, где будут присутствовать много успешных бизнесменов, и если она понимает, что там может встретить достойного мужчину, то на такое мероприятие она одевает наряд, который заставит мужчину думать об интиме с ней. И я сейчас не говорю, что она оденется как проститутка. Я говорю о другом, о наряде, который заставит мужчину ее хотеть. К примеру, если женщина занимается спортом, то при помощи платья она подчеркнет свою талию. Если у нее большая грудь, то она оденет блузку с декольте. Если у нее красивые ноги, то она подчеркивает это при помощи короткой юбки. И это выступит в качестве стимула для того, чтобы мужчина захотел ее и проявил инициативу. Онлайн-знакомства подчиняются тому же закону. Женщине важно выбрать правильное фото, на котором она будет не только милой девушкой, но и сексуальной, чтобы мужчина не только заметил ее очаровательное личико, но и оценил ее фигуру. Талию, бедра или грудь. Тогда она сможет выделиться среди соперниц, ведь она выглядит достойно и скромно, но при этом ее одежда притягивает взгляды мужского пола. Следующая фишка: женщине нужно не просто привлечь понравившегося партнера, но еще и отбраковать тех, кто ей не подходит. К примеру, если женщина ищет себе спонсора, то при знакомстве в ресторане она может попросить тебя закрыть ее счет. Если ты не готов платить, значит ты ей не подходишь. Или другой пример: перед первым свиданием она может попросить тебя за ней заехать. Для чего она это делает? Не думай, что она просит тебя забрать ее, потому что ей неудобно самой доехать до места свидания. Нет. Она хочет взглянуть на твою машину и оценить размер твоего кошелька. Но не все женщины такие меркантильные, и для некоторых важнее другое. Она хочет узнать, насколько ты серьезен по отношению к ней, а еще выяснить, ты свободен или нет, и не ведешь ли ты двойную жизнь. Для того, чтобы это проверить, она может позвонить с целью якобы просто поболтать, в то время, когда ты находишься не на работе. Специально уточняю, она позвонит тебе в определенное время, к примеру, в районе 9 вечера в будний день. В это время большинство женатых мужчин находятся с семьей. И если ты постоянно в это время будешь не на связи, то женщина поймет, у тебя есть что от нее скрывать. Также на свидании она может как бы случайно завести разговор на такую тему, после обсуждения которой будет понятно, состоишь ты в отношениях или нет. К примеру, она может спросить тебя, в каких странах ты был и с кем путешествуешь. Когда ты начнешь что-то рассказывать, она попросит тебя показать фотографии из твоих поездок. Параллельно она попытается как бы случайно посмотреть остальные фото в твоем телефоне.
Да, безусловно, у каждого человека есть что скрывать. И мало кто любит, когда другой человек копается в твоем телефоне. Но если странностей в твоем поведении будет слишком много, то женщина сделает вывод, что у тебя есть кто-то еще. Еще такой пример. Женщина может попросить показать твой паспорт, чтобы проверить, женат ты или нет. Поэтому всегда держи в голове тот факт, что при знакомстве и на свидании женщина не просто общается с тобой, она еще и тестирует тебя, чтобы понять, подходишь ты ей или нет. Следующая фишка. Если женщина видит, что ты пользуешься популярностью у противоположного пола, то ей нужно выделиться на фоне конкурента. И один из приемов, который она обязательно использует, это так называемая подстройка. Когда женщина говорит то, что ты хочешь услышать. Например, если она посчитает по твоим действиям, что ты хочешь найти порядочную девушку, то она обязательно скажет тебе, что ей нужны только серьезные отношения, что она очень требовательна к своему избраннику. И не имеет значения, что она вчера развлекалась на групповухе, ты никогда об этом не узнаешь. Если она поймет, что ты интеллектуал, который обращает внимание не только на женскую красоту, но еще и на ум, то она обязательно расскажет про свои успехи в учебе, про свои цели в саморазвитии, про то, какие книги прочитала и так далее. Если женщина поймет, что ты богатый мужчина, которого уже тошнит от содержанок, то при общении с тобой она скажет, что деньги для нее совсем не важны. Она намного больше ценит духовную близость и общность интересов. И не важно, что она тоже ищет себе папика и спонсора на самом деле. Это все называется подстройка, когда женщина говорит то, что хочет услышать ее партнер, чтобы сбить его с толку и создать иллюзию своей идеальности. Да, позже она раскроется, но к тому моменту мужчина уже сильно влюбится и побоится ее терять, даже несмотря на вскрывшийся обман. Следующая фишка – микровложение. Любая женщина, которая хоть немного разбирается в психологии, прекрасно понимает, что чем больше мы вкладываемся в человека, тем больше его ценим. Поэтому она попросит тебя подвести ее до дома, заплатить за ужин, помочь в решении какой-то проблемы, подарить какой-то небольшой подарок, положить денег ей на телефон. Это все микровложение. И чем их больше, тем сильнее ты привязываешься к женщине. Если ты готов тратить на нее, значит ты видишь в ней не только одноразовую игрушку, но и серьезную партнершу. Поэтому женские требования к тому, что мужчина должен принести на первое свидание цветы или подарок, отвезти девушку домой, оплатить счет, даже если она заказала много, это все не про какую-то нежность и романтику. Это способ заставить тебя вложиться в нее и дать дополнительные доказательства твоих серьезных намерений. Следующая фишка. Женщине на свидании важно набить себе цену. Как она может это сделать? При помощи психологических приемов под названием микровложение и подстройка. Я о них уже рассказал выше, поэтому повторяться не буду. Но есть еще одна не менее эффективная уловка под названием создание конкуренции. Это очень специфический психологический прием. Ведь женщине еще и важно показать, что она не такая и не спит со всеми подряд. Мы-то все с вами знаем. Поэтому она может рассказать тебе про какого-то успешного мужчину, который ее добивается, но она его отшивает. Ведь она не такая, и для нее важны чувства, а не деньги. Она может рассказать тебе про общение со своим другом, чтобы вызвать у тебя чувство ревности. Она может рассказать, как с ней часто знакомятся другие мужчины. Но она очень избирательная, поэтому всех отшивает. И многие мужчины после таких историй сильно напрягаются, так как понимают, что на женщину претендуют другие самцы. А значит, она востребована. А мы, мужчины, по своей натуре охотники, стремимся быть лучше других. И в частности стараемся отбить понравившуюся девушку у всех других самцов. Поэтому начинаем больше вкладываться в нее и больше проявлять инициативу. Еще один распространенный пример. Девушка средней внешности устраивается на работу в мужской коллектив. И вокруг нее сразу же собирается целая толпа из желающих с ней пообщаться. Мужчины начинают конкурировать за ее внимание. И повторюсь,
Дело не в какой-то ее неземной красоте. Мужчины всего лишь включились в битву за ее внимание, чтобы потешить свое эго. И последняя фишка в том, что про нее многие знают, но далеко не все понимают, как она работает. А называется она «Женщины любят поломаться». Как они это делают? Когда ты зовешь женщину на свидание, она отвечает: «Я пока не знаю своих планов». Если она все-таки пришла на встречу, то когда ты пытаешься ее поцеловать, она отвечает: «Я не такая, ты слишком торопишься». Она тебе первая не звонит и не пишет. И когда ты начинаешь этим возмущаться, то слышишь железобетонный аргумент: «Я девочка, поэтому первая мужчинам не звоню». Такое женское поведение не что иное, как способ набить себе цену, спровоцировать тебя на вложение, раскачать тебя на эмоции. Негласное правило «ломайся и жди его звонка» женщины используют с древних времен. И оно прекрасно работает. Поэтому, когда ты слышишь от женщины фразу «манипуляции в отношениях для меня недопустимы», просто улыбнись и продолжай общение, как ни в чем не бывало. Стоит ли из-за этого ненавидеть женщин? Нет. Это всего лишь элемент брачной игры, к которому ты должен быть готов. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А также я прошу вас поделиться этим видео с вашими друзьями, ведь каждое ваше действие помогает продвигать мой маленький канал. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч в следующих видео.